Вторник, 20 апреля. Очередное убийство при неизвестных обстоятельствах. На этот раз белый мужчина средних лет. Полиция говорит, что ничего не знает. Как всегда. Общение с умершими. Когда мы слышим это словосочетание, на ум приходят всякие медиумы, колдуны, посредники между вами и загробным миром. А что если я скажу, что можно контактировать самому? Вы поверите мне? Или скажете, что это достойно отписки? Не спешите озвучивать второй вариант, ведь сегодня я вам покажу нечто удивительное и, возможно, заставлю поверить в происходящее. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о феномене электронного голоса. ФЭК, ЭГФ, транскоммуникация. Называйте по-разному, но суть не меняется. Возможность общения с потусторонним миром с помощью записи белого шума. Белый шум — это такой стационарный шум с постоянной интенсивностью на разных частотах. Вы его знаете вот таким. Но это не только шум от телека и радио. Как самый близкий пример, еще шум от водопада. Но в основном, как вы понимаете, сегодня мы будем говорить про радио. И когда прослушиваешь этот записанный шум, ты слышишь голоса. Голоса родных, голоса известных людей. Их объединяет то, что эти люди уже умерли. Тут по сюжету должен появиться скример. Вот черт! На идею снять этот выпуск меня натолкнула недавняя ситуация, когда в трендах Ютуба начали появляться видео, где люди выходят на связь с недавно умершими звездами. Таких видео оказалось, мягко говоря, очень много. Я начал копать и наткнулся на интересные результаты. Можете называть меня гадалкой, но я вижу, как вы говорите, что ясное дело, ничего такого нет, и зачем тратить время на выпуск. Я тоже так подумал, когда увидел такие видео. Как люди вообще могут вестись на подобную срань? Это ж прям турбо-херня. ЭГФ – это электронный голосовой феномен. Тех, кто изучает его, считают ненормальными. Но пока вы трендите, что мистики не существует, и это очевидно, я разбираюсь и выясняю историю этого феномена. Она оказалась не такая однозначная и безумно интересная. Так что теперь даже не знаю, кому вы больше поверите. И да, я тоже кое-что записал. Проверь, нет ли кого слева от тебя, и начнем. Исследователи этого феномена говорят, что, безусловно, смерть – это не конец нашего пути. Души умерших остаются достаточно близко к миру живых, но не могут воздействовать на него физически, слишком слабы. Поэтому они используют аудио и видеотехнику, то, во что можно внедриться, так сказать. Им не нужно создавать звук из ничего, типа у-у-у, как в фильмах. Вместо этого они используют белый шум. И вот эта попытка связаться с нами и называется феномен электронного голоса. Это показывали по многим типа научным каналам, в том числе и Discovery. И совру, если скажу, что научное сообщество никогда не интересовалось этим. Наоборот, очень даже изучало какое-то время. И сегодня я постараюсь рассказать о всех аспектах. Чтобы услышать хотя бы несколько фраз, исследователи записывают радиоэфир очень много часов подряд. И иногда действительно проскакивают удивительные вещи.
И, разумеется, люди делятся на два лагеря. Одни верят во все это, другие говорят, что это все херня. Только они сами не понимают, почему это херня. И моя задача рассказать вам все, как было с самого начала. Тяжелая херовина. Впервые я услышал об этом в начале нулевых, когда вышел фильм «Белый шум». Там вкратце объяснили этот феномен. Но, разумеется, все это было подано страшно, пугающе. Да, и в том возрасте я мог напрудить в штаны от скримеров. А сейчас, когда я стал бесстрашным мужчиной, хочется услышать ответ научного сообщества. На одном из главных российских сайтов об этом я нашел интересный вопрос. А доказана ли с научной точки зрения эта штука? Ответ меня не удивил, если честно. Если ученые говорят, что это существует, то они правы. А если ученые говорят, что этого нет, то срать на их мнение, в общем-то. Мне нет, так как я хочу получить не только одну точку зрения. Будем выяснять, какие же ученые все-таки придерживаются того, что мы можем общаться с мертвыми. Сначала посмотрим, на кого ссылается этот сайт. Доктор философии Аннабелла Кардозо. Бэм! Красная кнопка. Она не ученый, а дипломат в отставке, самопровозглашенный эксперт транскоммуникаций. Вот же, подумал я, попались козлины. Но тут же прочитал про еще двух участников, и к моему великому удивлению, это действительно ученые. Один физик, другой психолог. И тогда я понял, что придется копать глубже, ведь иной раз даже ученые говорят, что феномен электронного голоса существует. А вдруг так и есть? Все началось давным-давно, когда Фридрих Юргенсен записывал на аудио птичек. Потом на записи он услышал чьи-то голоса. И как оказалось позже, эти голоса говорили о птичках тоже. Только в момент записи рядом с ним никого не было. Удивительная история, достойная Оскара. После этого я начал искать видеозаписи с этим человеком. И действительно, он утверждает, что голоса не слышны просто когда ты их записываешь, а вот когда прослушиваешь запись, то тогда они и появляются. Отсюда и появился метод именно записи белого шума, чтобы уже потом найти голоса. На этом и построен фильм «Белый шум». Там тоже все записывали сначала. Сначала делаешь запись, а потом слушаешь, чтобы узнать, есть ли на ней что-нибудь. Вы же знаете, что почти все люди, которые сталкивались с паранормальным, всегда пишут книги. И этот случай не исключение. Книгу этого Фридриха прочитал философ Константин Раудев. Охренел и тоже захотел такого. Начал сотрудничать с Фридрихом, записывать с ним голоса и все в таком духе. Да так много записал, что этот феномен даже называли «голоса Раудева». Забрал всю славу себе, получается. Но что бы они там ни слышали, в данный момент у этого феномена такая огромная фан-база, что хочется рассказать, как это все пришло на экраны телевизоров. В массовую культуру этот феномен пришел после достаточно известного фильма «Белый шум», где завязка как раз на этом. Точнее, даже не после фильма, а во время рекламной кампании этого фильма. 2004 год на дворе. Люди натыкаются на трейлер фильма «Белый шум», который, внимание, наша любимая говорит, что это вам ни хрена не шуточки. То, что вы сейчас увидите, абсолютно реально. Это не подделка и не имитация. Это голос. Рут Бакстер. Я больше не увижу тебя. Этот голос был записан в августе 2003 года. Рут Бакстер умерла в 1987. Рут Бакстер. Покопавшись по всяким некрологам, я нашел несколько Рут Бакстер, умерших в 1987 году. И стало не по себе. А вдруг правда? Пока вдруг на одном из форумов этого феномена не увидел обсуждение фразы, очень похожей на эту. Только на самом же деле, когда исследователь феномена якобы словила этот голос в одном маяке с привидениями, она трактовала эту фразу не так, как показали в фильме, а I was seeing the war. Я видела войну. И когда этот голос записали, никто не знал, кто на записи. Короче, я что имею в виду? Режиссеры взяли существующую запись с того света и придумали ей совершенно другую историю, пытаясь напугать зрителя. Но что самое интересное, запись настолько плохая, что каждая из этих фраз подходит, и каждый человек может трактовать по-своему. Да и с оригиналами записей хотелось бы разобраться. Как оказалось, их делала Сара Эстеп. Она же в 1982 году основала Американскую ассоциацию явлений электронного голоса.
ныне Ассоциация транскоммуникаций. Мало что можно сказать о тех записях, которые она делала, никто особо не занимался разборами и так далее. Но я нашел, например, запись, где лично для нее Бетховен играет на фортепиано. А также узнал, что, оказывается, она связывалась не только с духами в потустороннем мире, а еще и с пришельцами с других планет. Не знаю, как у вас, но у меня в голове сразу возник логичный вопрос. Откуда в загробном мире фортепиано? И какого хрена Бетховен бесплатно раздает концерты? А если кто-нибудь еще вызовет его по второй линии? Абонент не отвечает или временно недоступен? Так что за голоса она записала? Есть ли ответ на этот вопрос? Нет. Но мы к этому еще вернемся. Так, если ответа нет, то, может быть, есть вероятность, что это существует? Вот вы бы хотели пообщаться с теми, кого больше нет с нами? Наверняка. И у вас есть такая возможность, правда. Только духи могут быть с этим вообще не связаны. Видите ли, какая штука? Наш мозг очень легко обмануть. Мы можем включить какую-нибудь зарубежную песню, развернуть ее и услышать что-то похожее на наш язык. Это называется паридолия. Только в нашем случае слуховая паридолия. Вы слышите что-то странное и находите в этом отчетливо слышимые фразы или слова. Допустим, Майкл Шермер на своем выступлении включал песню Led Zeppelin Stairway to Heaven. Перевернув песню, мы услышали следующее. Херня какая-то. Объективно. Что это за язык? Язык мразей, может быть, я не знаю. Но когда на экране показали текст, мы тут же услышали в этих словах смысл. Да, задом наперед там поется про сатану. Точнее, это просто совпадение и паридолия. Представляю, как Led Zeppelin такие: а давайте напишем песню про лестницу в небо, а затем задом наперед развернем, и там будет про сатану. Как говорится в поговорке, и рыбку съесть, и сатане на коленки сесть. В 2007 году... 2007. Мы с друзьями показывали друг другу фейковое караоке. Мне больше всего запомнилась песня группы SLA Dying. В общем, вы поняли, такой же смысл. Если к звуку добавить текст, то мозгу будет легче построить связь, и это как бы установленный факт. Но, как выяснилось, это отдельная ветка нахождения чего-то на записи, называется reverse speech. И люди как раз занимаются тем, что переворачивают записи и думают, что нашли реальный смысл всего этого. Ну, бог в помощь. Но с голосами с того света та же история. Если ты захотел найти голос в шуме, ты его найдешь. Чтобы звучало более убедительно, мы можем провести эксперимент. Я возьму старый кассетный рекордер с пленкой и попробую записать какой-нибудь рандомный сигнал. Посмотрим, что у нас получится. Даст ли потусторонний мир ответы на наши вопросы. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Знаете, почему получилось? О, это целая наука — находить что-то в белом шуме. Интересная вещь. Существует несколько техник записи голоса мертвых. Когда на записи что-то появляется, какой-то шум, и его никто не может распознать, они ускоряют или замедляют запись, а если это не помогает, то они ее разворачивают. Разумеется, так больше шансов найти что-то. Некоторые, когда обрабатывают шум, используют шумоподавление, чтобы четче слышать голоса без посторонних шумов. Дело в том, что программы шумоподавления топят за команду паранормальных явлений, помогая им. Я поясню на примере. Если взять белый шум и включить шумоподавление, то программа как будто сама создаст из шума какие-то другие звуки. А нашему мозгу только остается додумать, что они значат. Помните аудио, которое я записал и показал в самом начале? Техника проста. Я просто следовал их совету, слушал записанный белый шум, услышал что-то выбивающееся и
никак не мог понять, что мне это напоминает. Для этого пришлось развернуть аудио, наложить шумоподавление, и получилось четкое «я слева». Работает! Вот еще пример. Вы слышали сейчас четкое, стрёмное мужское «я». Это я сделал гитарой и специальной примочкой для нее. Есть одно интересное исследование психолога Даяны Дойч «Фантомные слова». И я вам сейчас докажу, что мы иногда сами придумываем смысл из тех слов, что нам доступны. Она записала слово, например, это. Nowhere, nowhere, nowhere. И на каждый динамик раскидала одинаковые дорожки, только они немного смещены, и при включении получается жуткая какофония. Вот что это сейчас было. Смысл в том, что если долго вслушиваться, то вы сами найдете в этом смысл. Вы постепенно будете узнавать все новые и новые слова, и для каждого человека эти слова будут разные. Более того, вы точно услышите что-то на русском. Это удивительно. Я вот в этом слове, например, слышу слово «выспись». Это ли не знак? В общем, ссылки на аудиоиллюзии вы найдете в описании. Надеюсь, вы, как и я, залипнете на этом. Далее, 44 старшекурсника приняли участие в одном эксперименте, где давали прослушать белый шум и нажать кнопку, когда они найдут там вот эту песню. Только вот песни там не было. И что вы думаете? 32% этих людей хотя бы раз нажали на эту кнопку. Да, это немного, но они есть. Они услышали то, чего нет. И вот теперь ответьте себе на вопрос. Если наш мозг такой дурак и выдумывает себе всякое, то могут ли быть звуки по радио реальными ответами? Или все-таки каждый человек по-разному все это трактует? Каждое высказывание типа «я спрашивал и мне лично приходил ответ» легко объясняется таким вот когнитивным искажением. В общем, вы поняли, если захотеть, то можно найти совершенно что угодно. Милый, ты как там? Как в потемках. Говорит, у него другая тёлка. Он конченый. И вроде на этом можно и закончить, но мы не будем. Как вам такой вариант? На самом деле мы к сути даже не подобрались пока. Очень крутой пример парейдалии – это когда вы в душе моетесь и слышите, что звонит телефон. У многих же такое было. У меня раз 5 было точно. В общем, если у вас такое было, то вы понимаете, о чем я. Белый шум, который издает душ, содержит большой спектр звуков разных, и они легко могут слиться в примерную картинку звонка телефона или домофона. Так же, как и белый шум от радио, содержит нужный спектр, чтобы услышать там голос. Это совершенно нормально. Ха, парейдалия, меня не проведешь. Ломаем. Есть много объяснений от ученых, которые все-таки поизучали этот эффект. Это легко могут быть помехи от радиолюбителей. Перекрестная модуляция, когда на одной частоте вдруг еще помеха появляется. В итоге мы слышим вот такие вещи. Есть? Константин Раудев, кстати, говорил, что это ни в коем случае не перекрестная модуляция, ведь музыку или эфиры никто не слышит. Ну-ка, стоп! Слушаем записи Фридриха, его дружка. Ни разу не музыка, разумеется. И вот это! Конечно же, не музыка. Они путаются в собственной матчасти. У всех все по-разному, и все равно у всех все работает. Но когда ты хочешь это проверить, не работает. Вот это настоящая паранормальщина. Кто это? Это Фридрих, местная знаменитость. Его школьники называют Фридрих, потому что он постоянно с шумом разговаривает. Весело тут у вас. Нет.
Кстати, излюбленная фишка мракобесов — приплетать сюда уже умерших ученых. Отвалите от них, что они вам сделали? Эдисон обнаружил, что на записях обнаруживаются достаточно четкие, осмысленные сообщения. Популяризацию общения с духами внезапно приписывают Томасу Эдисону. Вы его все прекрасно знаете, на его счету более 1000 патентов. Дело в том, что в 20-х годах он давал интервью всяким научным журналам и говорил, что если все-таки по ту сторону что-то есть, и они хотят выйти на связь, то реально создать прибор, который будет это фиксировать надежнее, чем доски Уиджа и остальная херня. Слышали, что я только что сказал? А знаете, что услышали все остальные? Загробный мир есть! Вот прибор, который им управляет. Классическое искажение фактов в сторону паранормальщины. С этих же слов начинается фильм «Белый шум». Никто не знает, уходят ли наши души в иную реальность или иные сферы. Но если мы сумеем создать прибор настолько тонкий, что наша душа сможет им управлять в своей следующей жизни, то такой прибор должен что-то записывать. Томас Эдисон, 1928 год. Да, это действительно слова Томаса Эдисона, добавленные они в фильм для нагнетения и чтобы зритель больше окунулся в атмосферу. Это все равно, что написать «основано на реальных событиях». Только вот Эдисон имел в виду, что все должно быть максимально научно, но это никого не волнует. На дворе 20-й год, а значит, по улицам то и дело летают привидения. Эдисон, конечно, размышлял о загробном мире, так как все об этом трындели. Он даже говорил, что строит приборы всякие для поиска, но есть мнение, что он вообще угорал над журналистами, ведь ни один прибор не был в итоге построен. Раз уж зашел разговор о приборах, поговорим про аппаратуру, которую используют исследователи паранормального для записывания голосов умерших. Очень часто люди, которые делают свои записи, пытаются создать свои сайты, чтобы в дальнейшем на них зарабатывать, это очевидно. И можно легко проследить, что многие используют определенный рекордер – Panasonic RR-DR60. Что же в нем такого, спросите вы? Ну, он потрясающе херово записывает звук. Выпущен он в 1998 году и отозван спустя какое-то время, потому что люди слышали на записи посторонние шумы, как будто голоса. Буквально полсекунды, и так каждый раз, когда ты что-то записываешь. Ну и дерьмо, подумаешь, сдать обратно Panasonic и получить новую версию, где такой проблемы нет. Но давайте посмотрим, сколько этот рекордер стоит сейчас на eBay. Что за срань? Да. Больше 100 тысяч рублей. Исследователи феномена электронного голоса утверждают, что это святой Грааль. Это просто золотая находка в мире паранормальщины, ведь только этот рекордер каждую запись находит голоса. Только вот мало того, что этот рекордер хреново записывал даже по тем временам, так он еще из-за какого-то косяка записывал все свои внутренние органы. Он сам создавал эти невероятные помехи, за что и был отозван. И у меня такое ощущение, вот прям кажется мне, что многие исследователи знают об этом. Ну а как еще по-другому заставить людей думать, что ты можешь что-то записать? Конечно же, использовать сломанный кусок дерьма. Is there anyone here with us today? Я ни хера не понял, на что он там тыкал пальцем, но это выглядит убедительно для тех людей, которые стоят вокруг. Ведь главное в такой ситуации — быть убедительным. Если у вас вдруг завалялась вот такая вот хрень дома, поздравляю, вы можете разбогатеть. И мне даже не жалко тех людей, которые это купят. Они сами сознательно хотят выкинуть деньги в пустоту. Блин, вот как ты голос записываешь? Я на своем последнее время одни шумы слышу. Слушай, у меня была такая проблема, я подсмотрел решение на американском форуме, смотри. Слышишь, да? Работает. А вот сейчас действительно интересная информация, ведь я бы раньше никогда не подумал, что такое может быть, и это очень даже объясняет феномен электронного голоса. Смотрите, нам часто приходится слышать выражение «падающая звезда».
Для вас, разумеется, не секрет, что это не звезда падает. Это красивая форма речи, означающая, что метеорное тело залетело в верхние слои атмосферы и там вспыхнуло красивенько. Это явление называется метеор. Так вот, метеоры, сгорающие в атмосфере Земли, создают за собой след ионизированных частиц, которые внезапно могут отражать радиоволны. И это даже называют метеорной связью. Раньше это использовали военные, сейчас используют радиолюбители. Можно даже зашифровать что-то в азбуку Морзе, ускорить во много раз, отправить, это отразится от следа метеора, и где-нибудь за 2000 километров этот сигнал поймают, замедлят и расшифруют. Вот такая вот хрень. Так это я к чему? Теоретически радиоприемник легко может поймать случайный радиосигнал с каким-нибудь подкастом, и на вашей записи появится что-то вроде этого. Это, кстати, была реальная метеорная связь, или отражение от слоя ионосферы. В любом случае мы можем взять этот кусок и подставить туда титры. Теперь вы слышите то, что я и задумал. Наука! Это вам не сломанным диктофоном в заброшках размахивать. Надеюсь, я ничего не напутал, а то меня радиолюбители сожрут. Но вы бы наложили в штаны намного больше, если бы услышали это. Жутко? Нет. Это отражение радиоволн от зон полярного сияния. Дело в том, что при такой связи сигнал очень сильно искажается и становится шипящим и очень жутким. А ведь там говорят обычные люди и вполне себе обычные слова. А если вы, в отличие от меня, не тупой олень и у вас нет времени сидеть и ждать, пока на какой-то частоте появятся голоса, а это просто вопрос времени, то есть решение для вас. Spiritbox или Ghostbox или Wonderbox. Этого на рынке как грязи, и все работают. Вся эта муть началась в 1977 году, когда некий Билл О'Нил создал Spiricom. Устройство для общения с духами, и успешно общался. Только когда этими разработками пользовался другой человек, ничего не получалось. После этого радиолюбитель Фрэнк Самптион изобрел коробку Фрэнка. Потом это сделали другие, потом другие. На самом деле это ответвление, которое никак не связано с классическим пониманием феномена электронного голоса. И я сейчас поясню. Коробка Фрэнка — это усовершенствованный или наоборот испоганенный радиоприемник. Он не фиксируется на одной частоте, как радио. Он постоянно скачет от частоты к частоте и ищет духов, грубо говоря. В этом может и крыться вся загадочность этой коробочки, так как коробка просто переключает радиочастоты. Разумеется, очень часто натыкается на занятые частоты, на которых сейчас что-то играет или кто-то разговаривает. И если вы задаете вопрос, вы получите какой-то звук в ответ. Но вот когда вы зададите вопрос «как меня зовут», например, вы сможете услышать что-то вроде и вы такие «что? Женя? Меня зовут Женя!» Случилась паридолия. Поздравляю. Вы хотите выдать желаемое за действительное. Короче, после этого появились аналоги в лице Spiritbox, Ghostbox, Wonderbox и так далее. Бизнес пошел. Больше всего забавляют люди, которые пытаются любой мелочи придать огромное значение. Вот посмотрите этот репортаж про эту сраную коробку Spiritbox. Sarah, are you here? Hear it? Did you hear it? I heard something. That was a little girl, wasn't it? I'm not sure that it Did was you a little get that? girl. Sarah. Что тут произошло? Spiritbox перебирал частоты, наткнулся на какой-то отрывок подкаста на полсекунды, и женщина такая: О, ты слышала? Это же маленькая девочка была. Я что-то слышала, но я не уверена, что это маленькая девочка. Ну девочка же, ну ты не слышишь, что ли? Ну девочка, это была! То, что голоса слышны сразу на приемнике, противоречит утверждению, что они сначала должны быть записаны на рекордер и только потом будут слышны. Странно, не находите? Явление это присуще только аналоговым моделям техники. Цифровой техникой это явление не происходит. Но я уверен, у них на это есть какая-то отмазка. Отмазка всегда есть. Помните, как в «Трансформерах» Бамблби не умел говорить и использовал радио для транслирования своих мыслей? Ты умеешь говорить только как радио? Спасибо! Просто чудо! Тут может быть такая же история. Дух слышит ваш вопрос, говорит: сейчас я найду какую-то херню, которую несет какой-нибудь чувак в эфире, и выдам за свое. Одним словом, это максимальный развод на бабки. Меня бомбит от того, что этому верят. Они не понимают, что убери ты субтитры, люди просто сделают вот так.
Вот это вот вам понравится. Есть ютуберы, которые даже свои приборы делают. Описание понравилось. Это не игрушка. Это было собрано с помощью духов. Это как современная доска Уиджа. Сейчас эти приборы раскуплены, что удивительно, за такую-то цену. Сначала это стоило $925, потом 1500, а год назад $4000. 250 тысяч рублей, мать твою. И знаете, что идет бонусом? Вы не получите деньги назад, если не смогли пообщаться с духами. Классика жизни. Вот на этом моменте я прекратил читать и понял, что это и правда как современная доска Уиджа. Также не работает. Я забыл еще сказать, что есть приложение для телефона. Ну-ка, купим такое. Меня кто-нибудь слышит? Не. Здесь кто-нибудь есть? Есть. Я слышал, есть. С кем я разговариваю? И что я здесь должен понять, кроме того, что это иностранные радиоэфиры? Окей, в этом приложении есть еще, типа, уже обработанный сигнал. Здесь кто-нибудь есть? Чего? Он сказал, чего? Я говорю, здесь кто-нибудь есть? У меня что? Что сказал? Да ты охренел. Ты готов драться? Поговорите со мной, здесь кто-нибудь есть? Кузнец? Слышал? Кузнец. С каким кузнецом и из какого века я разговариваю? А у меня еще два есть приложения. Че? Поехали. Здесь кто-нибудь есть? Кто-то пердит мне микрофон там с другой стороны. Окей, вряд ли, если я спрошу на русском, то мне ответят на русском. Это все-таки зарубежные эфиры. Давайте посмотрим. What is your name? Петя? Пятек? Юрий? Юрец, мы все про... Вася, пацаны, как вам там, нормально? Ну? Ну? Боже, вы должны мне 300 рублей за эту херню. Слезы. Господи, самая бесполезная покупка в мире. В общем, как вы поняли, это не работает. А когда это работает, люди субъективно определяют, что сказал дух. И у всех, разумеется, разные показания. Еще очень круто можно похайпить, если будешь подставлять титры к своему сломанному радио и приписывать это покойному Робину Уильямсу. Are you there, Robin? Браво. Вы думаете, я преувеличиваю? Что ж, берем видео, где этот чел вызывает дух рэпера Lil Peep. And your name is Lil Peep. Запомнили? Берем интервью этого рэпера. Разворачиваем его слова и... Та-да! Удивительное совпадение! Чувак тупо взял интервью, развернул и вставил в свой монтаж сраный. И когда ситуации тупее уже не придумать, он оправдывается тем, что... Ну да, я взял интервью. Я дал им собственный голос. У призраков же нет голосовых связок, дурашки вы. Я всегда это говорю, просто в этом видео не сказал. Вот и все. Действительно, это же не имеет смысла. А тогда как объяснить взятый с другого канала голос, выданный за призрака? Не проведешь меня, старый хрен? Заврался совсем. Я не удивлен, на что люди готовы пойти ради просмотров. Я удивлен отличной статистике и комментариям. Ожидаешь увидеть там что-то вроде... Дерьмо! А видишь, что это точно Робин, это точно Lil Peep. Как же их не хватает. Привет передавай. Ох, я много начитался от таких людей. Под одной статьей про электронный голос кто-то писал, что это все правда. И вообще, у меня пропал велосипед, и мы взяли доску Уиджа, и она нам сказала, где велосипед лежит. Велосипед! Они ищут доской. О, египетская сила, это магия! Ладно, извините меня за бомбеж. Любой контент на ютубе имеет место, но все равно завязывайте, козлины, выезжать за счет мертвых звезд. Это единственное, о чем я прошу. Вы же прекрасно знаете, что они вас не слышат. Я не контактирую с умершими. Это они контактируют со мной.
А зрителям скажу, я хочу, чтобы у вас появилась альтернативная информация насчет всего этого, чтобы вы уже смогли выбрать, верить этому или нет. Что же касается записей, которые были сделаны давно и там отчетливо слышны голоса, во-первых, у нас нет какой-либо фиксации, как это происходило. Это вполне могла быть фальсификация. Ведь сейчас существует премия Джеймса Рэнди. Если кто-то в контролируемом эксперименте сможет сделать так, что он задает вопрос, а белый шум отвечает, то человек получит $1 000 000. Это много, и многие бы хотели такую сумму. Только почему-то не могут этого сделать, когда другие люди контролируют процесс. Наверное, духи стесняются. Из чего кто-то сказал, что мы обязаны объяснять, например, те голоса, которые записала Сара Эстеп. Цитата одного доктора. «Роль науки должна состоять в том, чтобы исследовать необъяснимое, а не объяснять неисследованное». И я согласен. Мне говорят, а как ты объяснишь вот этот вот случай? А зачем его как-то объяснять, если он не был зафиксирован? Я про Skull Experiment, якобы доказывающий, что феномен электронного голоса существует. А также духи крутят столы как диджейский пульт и все в таком духе. То, что я сейчас покажу, является документальным фильмом про этот эксперимент, который проводили в 90-х. Я хочу, чтобы вы во время просмотра этих фрагментов держали в голове тот факт, что это считается единственным и неопровержимым научным доказательством существования паранормального. Although the experiments featured in this program provide scientific evidence for the possibility of life after death. Хватит мычать, блин! The table levitated and began to spin very rapidly. She says she can pick up the voice of her dead son on this simple tape recorder. It's most unusual mediums. We heard the camera moving round over our heads, clicking. Представьте себе, камеры поставить запретили, и все происходило в полной темноте, так как это могло отпугнуть духов. А также все это было в специальном переоборудованном подвале дома, где жил Робин Фой. Знаете, кто он? Медиум, который пишет совершенно сумасшедшие псевдонаучные книги. What happened here during the Skull experiment was very successful and a dramatic effort, which proved conclusively to us that life goes on after we all die. Замечательный эксперимент! А наблюдающие ученые только те, кто реально верил в эти голоса и практиковал. Очень нахрен удобно. Skeptics claimed that the voices could be faked by transmitting them from a remote location. But Dr. Emanuel Toriello, who has been investigating Batchy for decades, believes this is impossible. Dr. Toriello was present during key scientific experiments that, he says, eliminated any possibility of remote transmission. Бинго! Это именно та информация, которой мне не хватало для расследования. Благодаря этому человеку весь мир теперь думает, что есть научное подтверждение общения с духами через радио. Но реальность обстоит иначе. Нам потребуется интернет. На самом деле, это Анджело Антонио Ториелло, итальянский активист, монах, посол, шоумен, даже певец. Но это не главное. Главное, что это, разумеется, никакой не доктор. И что еще интереснее, в его личной анкете написано, что он продюсер фильмов про паранормальное. Думаю, на этом можно и закончить с этим экспериментом. Да. Этот человек в том эксперименте и доказал, что голоса есть. И да, это он сейчас слушал ангельский хор с того света. Вы представьте, люди в то время могли вестись на такое клише. Серьезно? Ну как бы я тоже поймал ангелов. Церковный хор? Это рай? Откройте ворота. И нет, это не монтаж, просто наверняка поймал какое-то православное радио или типа того. В общем, единственное научное доказательство этого феномена было подвергнуто критике, не проверено нормально и не работало, когда была попытка реализовать это снова. И те устройства, которые применяли медиумы, никогда не были проверены. Вы издеваетесь нахрен? Да Джеймс Рэнди бы этих сумасшедших просто раскатал, только его не позвали. Наверняка он бы в голос заржал, когда радио выключили, а голоса продолжали исходить из него. И все такие: о, чудо, блин! Они разговаривают даже без радио. The radio was switched off. And though the voices were going through.
Неужели люди, приводящие в пример этот эксперимент, думают, что один случай, где был ужасный контроль, как-то поменяет отношение к паранормальному? Но это же неразумно. Они привели убедительные аргументы! Причем это нельзя свалить на заговор ученых-скептиков. Это было бы невероятно круто, если бы у нас появилось то, что мы не сможем объяснить. Это же новое открытие, новые технологии, новая философия. В этом есть только плюсы. А теперь, после всего, что я вам выдал, скажите, на нашей Земле, которая просто кишит радиосигналами, разве есть вероятность, что это не они прорываются в ваш белый шум? Антенны рядом могут что-то ловить, атмосферные явления. Почему эти исследователи пишут книги и максимально пытаются продать свои работы, только не хотят показать все это на камеру, получить лям баксов и больше никогда не работать? Это все риторические вопросы, если что. Ведь с самых первых публичных экспериментов отчетливо слышна музыка, и уже понятно, что это просто радиоэфиры. И без субтитров это просто несвязная каша из текста. Итог прост. Это может быть что угодно. От нашего несовершенного мозга до метеорной связи. Но при этом, как видите, на все это есть объяснение. И нет, я не предвзят. Я на полном серьезе отнесся к записи белого шума, ведь поверьте, мне есть к кому сказать хотя бы пару слов. Я бы очень хотел, чтобы это все работало так, как вы говорите. Но главное, конечно, просто донести информацию, что когда голос пытаются зафиксировать непредвзятые люди, почему-то ничего не получается. Просто эффект, который действительно работает. Оттого не менее интересно было вам, надеюсь. Не верьте мне, все проверяйте сами, изучайте, контактируйте, если хотите. Я, конечно, читал, что это опасно делать одному и вообще злые духи. А может, это просто шум? А если ты ошибаешься? Что если действительно голоса появляются в те моменты, когда мы одни дома и сосредоточены только на этом общении? Хотелось бы верить, но верится с трудом. Здесь кто-нибудь есть? Есть. О, блин. Работает.